Перелет с животными. Пошаговая инструкция для владельцев домашних питомцев. Если вы хотите пересекать границы разных стран самолетом вместе со своим любимцем, следует помнить об определенных обязательных вещах. Что нужно взять с собой, если вас ждет перелет с животными? Украинцы, убегая от войны, пересекают границы вместе со своими четырехлапыми друзьями. Однако не все они останавливаются в стране, куда сразу приехали. Многие направляются дальше и часто выбирают для путешествия самолет. Прежде всего, что нужно сделать, это проверить все требования, которые существуют в той стране, куда вы отправляетесь. Но в любом случае обязательны такие вещи. Международный ветеринарный паспорт, где есть информация обо всех необходимых прививках. Электронный микрочип. Его вживляют животному под кожу, чтобы в аэропорту работники могли идентифицировать животное и проверить всю информацию о нем. Его вводят в день прививки против бешенства, однако могут сделать это и позже. Запись в ветеринарном паспорте о состоянии здоровья или справка 1ВЭД, полученные не ранее, чем за 3 дня до выезда. За 3 месяца до выезда и не раньше. Также производят анализ на поствакцинальный титр антител к бешенству. Для кошек просят не всегда. Во многих странах мира упростили правила пересечения границы с животными для украинцев. Однако все равно нужно иметь с собой прививку, документы и микрочип. Но при прибытии вашего любимца могут поместить на карантин, особенно если с документами не все будет в порядке. Не менее важен тот факт, что перевозка животных на самолете разрешена не во всех авиакомпаниях. Эту информацию нужно проверять заранее. Не забудьте подготовить сумку или переноску, соответствующую всем правилам авиакомпании. Контейнер должен соответствовать требованиям Международной ассоциации авиаперевозчиков и подходить животному по размеру. Ориентировочно необходимые размеры можно определить следующим образом. Высота контейнера должна быть равна высоте стоячего животного, а ширина клетки равна его двойной ширине. Длина равна длине тела плюс половина длины лапы. Дно клетки контейнера, в котором перевозится животное, должно быть покрыто абсорбирующим материалом. Необходимо обеспечить доступ воздуха. В соответствии с требованиями номер 82 Международной ассоциации воздушного транспорта, контейнер или клетка должны быть изготовлены из дерева, металла, синтетических материалов, сварной или проволочной сетки. Также действуют дополнительные требования конструкции – каркасу, стенкам, полу, потолку и дверце. Клетка не должна содержать никаких деталей из пластика. Дверца должна быть сделана из толстой проволочной сетки, металла или упрочненной древесины и иметь надежный запорный механизм, который не может открыться случайно. Клетка должна иметь ручки для безопасной транспортировки. Клетки должны быть укрыты густой тканью, не пропускающей свет. Контроль производится во время регистрации, и если клетка животного не соответствует указанным требованиям, животное на борт самолета не допускают. В большинстве случаев перевозка животного оплачивается как сверхнормативный багаж, в зависимости от того, какая система весовая или система мест используется на данном направлении, независимо от того, есть ли у вас какой-либо другой багаж или нет. Запрещается перевозка животных в самодельных контейнерах. Допускается перевозка в одном контейнере 2 взрослых животных одного типа, при условии, что каждый из них весит не больше 14 кг. Домашние животные, вес которых превышает 14 кг, должны перевозиться по одному в отдельных контейнерах. Пассажир должен самостоятельно обеспечить корм и воду, необходимые для кормления животного на протяжении всего маршрута следования. Норма бесплатной перевозки багажа на животных и птиц не распространяется. Такие перевозки оплачиваются по тарифу для сверхнормативного багажа, исходя из фактического веса животного птицы, вместе с контейнером-клеткой. Животные и птицы транспортируются только в багажном отсеке самолета, а на международных рейсах при наличии международного сертификата и разрешения на ввоз-вывоз. Полезные советы для тех, кто решил пересекать границу самолетом с животными.
Когда заказываете билеты, очень важно не упустить момент бронирования места за любимцем. Поэтому следует сначала позвонить в авиакомпанию и сообщить там, что вы собираетесь лететь с животным. Если вам скажут, что все хорошо, можете покупать билет. Если вы купили билет и не забронировали место за котом или собакой, и на борту самолета уже летит 3 любимца, то 4-го просто не возьмут. Об этом нужно помнить. За перевозку питомца в самом аэропорту придется заплатить. В разных странах стоимость может быть разной. Друзья, если вам приходилось совершать перелет с животным, обязательно поделитесь своим опытом в комментариях. А также не забудьте написать, была ли полезна для вас данная информация. Вы еще не подписаны? Конечно же, подписывайтесь. А также жмите на колокольчик под видео, чтобы не пропустить новые выпуски «Живой планеты». До новых встреч, друзья! Берегите себя и наш маленький, уютный дом под названием Земля.